Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки на события ближайшего будущего, ближайших дней. Неделя не такой большой срок, но все же у нас сейчас, наверное, время как бы уплотняется. И порой за один день у нас происходят те события, которые мы бы растянули, может быть, и на месяц где-то. Вот такой период планетарно. И как и сентябрь, как и октябрь, ноябрь, ну и где-то декабрь мы можем столкнуться с тем, что что-то идет не по нашему плану. Поэтому быть готовым к коррекции. И я так надеюсь, наш расклад вам как раз поможет рассмотреть один из, может быть, тысяч каких-то альтернативных вариантов. У нас сегодня две колоды Таро иллюминатов и как ответ от ангелов. Мы достанем одну карту и откроем ее в самом конце. Зададим наши традиционные вопросы. И первый, что важно знать на неделе? Или какая сфера жизни проиграется? О чем, возможно, вы будете думать или решать какой-то вопрос, или принять что-то во внимание. Ну, подсказка же будет какая-то, правда? Итак, что важно знать? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, документы, учеба, какие-то согласования. Ну, все то, что дела в конечном итоге. Энергия денег. И в личной жизни, как видят для вас карты Таро, энергия на неделю. И совет, карта совета от ангелов. Пусть нам карты дадут совет. Что же будет важно? Ну, правда, какая-то неразбериха может быть. Вас могут, так, знаете, ну, цеплять. Причем нарочно цеплять. И не потому, что в плане психоэмоциональном кто-то хочет зацепить. Хотя я этого тоже не могу исключать. Но по семерке жезлов чаще всего это когда от нас кому-то что-то нужно. Или нас пытаются где-то вовлечь разными абсолютно путями в какое-то дело. Или получить наше согласие. И наш герой расположен на вершине арки, а эта арка еще и на вершине горы. Есть такое значение «ты выше всех». Поэтому очень наблюдательным быть и не торопиться откликаться на что-то. Правильно оценить обстановку, оценить информацию. Если мы спросили, что важно знать, вот такие энергии, они для вас наиболее предпочтительны. Может быть, в принципе, неделя, как, знаете, период какой-то многозадачности. Не успел с одним разобраться, приходит что-то новое, и нужно было сделать вчера, вот что-то такое. А все же нам карта говорит, ты, когда не знаешь уже, в какую сторону бежать, просто успокойся, сядь и подумай, нужно ли тебе вообще этим делом заниматься, нужно ли на что-то откликаться. У нас как бы достаточно сил, чтобы парировать, доказывать, но в первую очередь карта говорит, сохраняй какую-то свою внутреннюю нирвану, потому что в дальнейшем могут так развиваться события, или ты на данный период времени еще пока не обладаешь, к примеру, той информацией, как те персоны, которые пытаются от вас какое-то, к примеру, согласие получить, или какую-то помощь, может быть, или по какой-то причине хотят с вами взаимодействовать. То есть вот этот тонкий нюанс примите к сведению. Неожиданности. Вот будьте в такой нирване, как показанный король кубков. Никуда не торопится. Он сел и думает. И надо сказать, единственная карта в колоде, которая олицетворяет личность, которая умеет как раз правильно распорядиться. Первое – эмоциями, чувствами. И второе – деньгами. И вот где-то уравновесить разум и сердце. Или, ну, желание что-то совершить и какую-то реальность вам придется. Это не есть неожиданность. Но, может быть, это как мелкие какие-то задачи с учетом семерки жезлов, которых вы не ожидаете. Вы могли себе на эту неделю что-то распланировать. А здесь либо какие-то недоразумения или какие-то нюансы. По семерке жезлов, кстати,
Допустим, какие-то назначенные встречи могут сбиваться, переноситься, какие-то договоренности тоже меняться с такими пространными объяснениями. Поэтому действительно храните свою нирвану, но и где-то будьте внимательны, как и буквально к своей наличности, к финансовой стороне ваших дел, так и как минимум задать себе вопрос, а зачем это человеку нужно? Или зачем этому человеку нужен я? И если мы так последовательно вот этот вопрос развернем, кто знает, может быть, как раз мы и откажемся от какой-то деятельности, или мы будем участвовать в каком-то узком коридоре, но если мы куда-то поторопимся, мы можем попросту какие-то нюансы не увидеть. Как будто сочетание этих двух карт говорят о том, что ты можешь включиться в какую-то тему, не успев додумать, или по привычке. И где-то могут воздействовать, зная ваш характер. Вот так эмоционально действительно могут выводить. Чему сейчас не время? А здесь вообще не время тому, что фундаментально. Карта Иерофант – прекрасная карта. Это карта законности, порядка. Да, по этой карте проходит и обучение в том числе. Но часто это согласование в высоких инстанциях, какие-то структуры. Имеется в виду структуры, к примеру, в плане обучения, в плане учреждений, в плане согласований каких-то документов или когда мы узнаем, ищем какую-то информацию. Но это все то, что надежно. И вот этому не время. Поэтому какая информация может быть ложная, мои дорогие, или пусть она не ложная. А время у нас таково, я до карт сказала, в любой момент может что-то меняться. Поэтому карта Иерофанта выпадает, наверное, в позиции, чему сейчас не время. Ну, как будто не время застолбить какое-то свое место. Ну, иносказательно, конечно. Или не время быть уверенным, что какой-то вопрос, он словно у вас уже в кармане. Может быть, и были какие-то согласованности, были и договоренности, но может все меняться. Может быть и такая ситуация, когда стрельцы не потому, что даже вас кто-то хочет обмануть или там обхитрить, как-то нет. Нам ведь ни одна карта об этом не говорит. Но у людей могут происходить в жизни какие-то изменения. Может быть, и изменение настроения, кстати, за счет коридора затмений. Вы можете перейти в описание под видео. Я оставила ссылки на самые разные видео, так и на свой сайт, как влияют эти энергии. Так вот, мы можем узнать какую-то тайну. Или на нас, на всех будет коридор затмений оказывать влияние такое психологическое, когда наши эмоции будут рвутся наружу. Поэтому на эмоциях далеко не уедешь или какие-то договоренности не построишь. Вот в этом контексте мы тоже можем рассматривать карту Иерофант. Давайте узнаем. Всему то, что пока не время надежности. А тут посмотрите у вас, как интересно, выпадает колесо фортуны. И это всегда рулетка. Может быть, поэтому карта рулетки, как ни странно, которая помогает. Это внезапные перемены. Это внезапные какие-то возможности в первую очередь. И когда мы должны откликнуться. Когда выпадает колесо фортуны, будет, значит, у вас то, чему вы вынуждены уделить внимание. Нам ведь не говорят, в какой области. У кого-то это по работе, банально, сменился руководитель, или еще, ну, к примеру, график работы меняется, или какие-то там, может быть, подзаконные акты вышли в связи с вашей деятельностью, и вам тоже нужно себя так реорганизовать. И такой вариант я тоже допускаю. Но мы не можем ждать по этой карте, иначе мы упускаем время. Вот это вот все помогает. Держать руку на пульсе. Избитая, конечно, фраза, но правда, с колесом фортуны не совсем тут пульсом как бы является скорее вот этот центр колеса. И нам говорят, если ты где-то промешкаешь, ты можешь оказаться на ободе. И тогда при развороте оно, как известно, сначала идет вверх, а потом неизбежно оно где-то опускается вниз. Чтобы тебя не выбросило за пределы этого круга. Придется какую-то ситуацию как и контролировать, как и себя контролировать, так и быть прозорливым, внимательным, понимать, что какие-то события этой недели
на них или, может быть, где-то на людей, и не положиться, и ответственности не потребовать. Карта Иерофант в такой позиции. Но в то же время, как возможность, нельзя упустить. Может быть, для кого-то быстро куда-то поехать и на месте решить тот или иной вопрос. Но так или иначе, давайте мы с вами посмотрим, что скрыто. Может быть, есть подсказка. Да, вам придется действовать быстро. И меня смотрят люди из разных стран, у кого-то обстановка такова, что она влияет на вас, вы не можете что-то отменить, отложить. И это событие внезапное, 16-й аркан башня, для кого-то может означать опасность, мои дорогие, поэтому я должна это озвучить. И тут нечего как бы искать сливы на вербе, тут надо действительно думать, что мне делать. И причем думать конкретно, не надеясь на то, что кто-то нам придет на помощь. Посмотрите, тут никто на помощь, в общем-то, не приходит. Наоборот, дополнительные какие-то сведения, события или иногда по семерке жезлов, вот, ну, это я ее так оцениваю, эту карту, когда ты как будто в центре, а вокруг тебя хаос. И твоя задача как раз и сохранять спокойствие и выдержку, потому что либо события самые разные, либо люди разношерстные. И как и события меняются, так и мнение людское, обещание тоже меняется. То есть как будто нет опоры какой-то. И, кстати, по аркану башня, ведь это тоже нет опоры. Нам показано двое, которые буквально падают из этой башни. Но прообраз башни когда-то, первой карты, это тюрьма. И есть такое значение, как освобождение. Это мы думали, что у нас какая-то была стабильность. А вот теперь что-то меняется резко. И по преданию есть еще такой момент. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Как будто и колода, кстати, есть карт поддержки патронажа ангелов. Там буквально ангел берет человека и за руку выводит из башни, которая будет через некоторое время разрушена от удара молнии. Поэтому запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, как будто держите эту мысль, вам, возможно, придется действовать совсем не так, как вы планировали. Да, освобождение это будет значить от каких-то оков или от какой-то надоевшей ситуации, может быть и так. Но у нас период, мы сказали, коридорах затмений, может быть связан еще и с тем, что мы узнаем какую-то тайну. И для кого-то это просто известие, которое нас так несколько дезорганизует, потому что мы этого не ожидали. И тут понятно, почему Иерофант вам выпадает, чему сейчас не время. И я могу сказать, не время покупать недвижимость, по крайней мере, на этой неделе. Дождитесь, может быть, недвижимость пойдет вниз, как бы цены, да, или вы сами передумаете, или какие-то новости, события добавятся, когда вы будете рассматривать другие варианты. Поэтому все то, что с каким-то фундаментом связано, ну, не на этой неделе, это точно. И беречь себя, вот быть готовым к неожиданностям, беречь себя и правильно анализировать обстановку вокруг. Вот в целом 3 тезиса можно уместить, чтобы не было каких-то разочарований. А еще, мои дорогие стрельцы, знаете, была какая-то в вашей жизни ситуация, которая вас ранила, 3 мечей, израненное сердце. Это сгусток боли, какие-то душевные переживания, причем не самые простые, когда время потребовалось, чтобы прийти в себя или чтобы принять какое-то известие, событие или данность, обстоятельства. И вот здесь может быть словно повторение или какая-то история себе может напомнить. Не случайно у нас теперь период ретроградности, и у нас ретро-движение самых важных игроков на астрологическом небосклоне. Это у нас как и Плутон, как Уран, как Нептун и Сатурн еще в рыбах. Поэтому сразу вот несколько планет, которые в обратном движении нам возвращать могут какую-то ситуацию. Или словно не совсем повторение, а для кого-то человек может вернуться. Причем если к нам в нашу жизнь возвращается из прошлого какой-то персонаж, скорее всего, есть то, в чем мы не расставили все точки над «и».
Или, может быть, нам нужно договориться с кем-то. Примите во внимание этот факт. Или, может, судьба словно проверять вас на прочность, некоторый экзамен устроить именно по части возврата какой-то ситуации из прошлого. И значит, тоже нужно сыграть последний аккорд. Но по тройке мечей это всегда карта здорового равнодушия. И это пересекается со всем тем, что мы говорили по семерке жезлов. Сохраняйте нирвану. В какой-то вопрос точно не стоит включаться. Может быть, рационально решить, как-то договориться. Или нейтралитет. Но уж точно на этой неделе никому ничего не обещать. И, кстати, я бы сказала так, не подписывайте какие-то важные бумаги. Или если вы подписываете все же, значит, неплохо было бы заручиться поддержкой юриста, к примеру, или наверняка узнать, как в отношении вас работает закон. Здесь не должно быть какой-то непродуманности. Что же по финансам? Когда выпадает семерка кубков, чаще всего как раз финансы у нас есть. Но не время тратить деньги, или мы сказали покупать, к примеру, недвижимость, да? Ну, можно это переложить на какую-то меньшую сумму денег, поэтому какие-то покупки, в принципе, лучше не делать. Может быть, все же это карта такого, знаете, момента, когда мы словно топчемся на месте и никак не можем на что-то решиться. Так вот, если это может быть как подсказка высших сил, вашей интуиции, что пока действовать рано. Здесь вообще у нас, посмотрите, действовать вы будете на этой неделе, но не по тем планам, как будто которые вы себе наметили. А планы как раз и корректируются из-за того, что либо внешние события, либо новость от кого-то. Может быть, это обстоятельства. Так ведь тоже в нашей жизни бывает. Вроде бы они на вас напрямую не влияют, но вам приходится это учитывать. Или как-то, опять же, планы корректировать. Вот к этому нужно быть готовым. Кто знает, может быть, раз выпадает карта прокрастинации, как я ее называю, когда вроде 7 направлений, можно многое чего, и даже глаза буквально разбежались, вот как у нашего героя, изображенного на карте. Но, может быть, вам 2 семерки, это всегда пауза. Нам говорят раз, не торопись. Ну и на финансы где-то тоже. В личной жизни. И тогда будет праздник после победы. Вы можете многие вопросы согласовать. Если нужно занять какую-то нейтральную позицию. Со многими, может быть, важными людьми предварительной договоренности, при том, что вы видите, что да, обстановка какая-то такая, ну, может измениться. Тут реалистам очень важно быть. И тем не менее, у кого-то это может быть буквально праздник, какое-то счастливое событие дома, в вашей семье, или какое-то известие может быть от вашего партнера. Сама по себе карта якоря, когда у нас все хорошо. И я бы сказала, сохраняйте сами себя, сохраняйте то, что дорого, сохраняйте свое доброе имя. Не рискуйте собой, мои дорогие стрельцы, и будьте внимательны к тем событиям, которые происходят вокруг вас. Кто знает, может быть, все-таки у вас 2 старших аркана выпали, и они где-то дают подсказку, что ты не расслабляйся. Тем не менее, 4 жезлов очень благополучная карта. Ну да, правда, есть то, что вы должны будете буквально оставить. Отпускай, нам дают совет. Значит, есть с учетом тройки мечей у кого-то, да, какая-то прежняя история. Может быть и со знаком минус, но теперь мы уже это не переживаем, у нас уже не болит. Поэтому мы можем более взвешенные решения принять. И, может быть, и отпустить. Или кому-то из вас, как по семерке кубков, нам ведь тоже говорят, тут пока рано действовать. И, скорее всего, отпускай. Или это вы скорее откажетесь от каких-то, ну, ненужных задач или ненужных трат. Или от того, что не служит вашему прогрессу, лично вам не нужно. Сделайте некоторую выборку, как мы говорили, кому это нужно, вам или кому-то другому. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.